Когда солнце только начинало подниматься над окраиной маленького прибрежного городка, на заднем дворе старого дома родился щенок. Он был крошечный, с мягкими белыми ушами и забавно коротким хвостиком. Хозяйка дома, пожилая женщина по имени Марта, назвала его Бенни. Он рос в тепле и заботе, окруженный лаской, запахом свежего хлеба и звуками прибоя. В тот же год, чуть позже, во дворе соседнего дома появилась маленькая полосатая кошечка. Она родилась под сараем, где пряталась ее мать, бродячая кошка, спасшаяся от дождя. Девочка-соседка нашла котенка и принесла его Марте, зная, что у той доброе сердце. Кошку назвали Луна. Она была худенькая, с большими зелеными глазами и смешными пятнами на носу. Первые дни Луна боялась всего — громких звуков, людей, даже шороха ветра. Но однажды, когда Марта поставила перед ней миску молока, к миске, весело виляя хвостом, подбежал Бенни. Он был уже чуть старше, уверенный, любопытный и очень дружелюбный. Луна замерла, насторожилась, выгнула спинку, но щенок не стал лаять или играть грубо. Он просто лег рядом, опустив мордочку, и тихо посмотрел на нее. Через несколько секунд Луна подошла ближе. Так началась их удивительная дружба. С тех пор они были неразлучны. Утром Марта открывала дверь, и на крыльце сразу появлялись два силуэта. Щенок и котенок, которые вместе бежали во двор. Они играли в догонялки, катались по траве, прятались под кустами. Бенни приносил найденные палочки, а Луна ловко охотилась на бабочек, иногда подпрыгивая так высоко, что Бенни замирал от восторга. Они даже спали рядом, свернувшись в клубок, когда вечерняя прохлада окутывала дом. Марта часто смотрела на них, улыбаясь, и говорила: «Вот это настоящие друзья». Их дружба была чистой, искренней и почти детской. Прошел год. Бенни вырос, стал крепким песиком, охранял двор и встречал хозяйку у ворот. Луна тоже повзрослела, но по-прежнему оставалась нежной и ласковой. Они понимали друг друга без слов. Когда Луна грустила, Бенни тихо ложился рядом, прижимаясь теплым боком. Когда Бенни скучал, Луна играла с его хвостом, заставляя его радостно лаять. Но однажды их жизнь изменилась. В дом Мары приехали родственники, молодая семья, которая давно хотела завести собаку. Они увидели Бенни и сразу влюбились в него. «Мы будем о нем заботиться, обещаем», — сказала женщина. Марта долго колебалась. Она знала, как сильно Бенни привязан к Луне, и сердце ее сжималось при мысли, что они больше не будут вместе. Но семья была надежной, и она решила, что для Бенни это будет новая, хорошая жизнь. В день отъезда Бенни не понимал, что происходит. Его посадили в машину, рядом положили любимую игрушку и миску. Луна сидела у ворот, тихо мяукала, не двигаясь. Когда машина тронулась, Бенни тянулся к окну, жалобно скулил, глядя на нее. Луна побежала за машиной, сколько хватило сил, пока дорога не свернула, и шум мотора не растворился вдалеке. С тех пор она больше не играла. Она часто сидела на крыльце и смотрела вдаль, туда, где исчез ее друг. Марта пыталась ее утешить, но кошка словно потеряла часть себя. Бенни же, оказавшись в новом доме, долго искал знакомые запахи и звуки. Первые ночи он скулил, не ел, не спал. Его новая хозяйка гладила его по голове и шептала: «Тише, мальчик, теперь у тебя новый дом». Постепенно он привык, но иногда, особенно по вечерам, поднимал морду к звездам и издавал тихий протяжный звук, будто звал кого-то из прошлого. Прошло 5 долгих лет. За это время многое изменилось. Марта постарела и переехала к дочери в город. Луна жила теперь с новой соседкой, которая любила животных и подкармливала ее каждый день. Кошка стала спокойной, мудрой, но в ее взгляде все еще оставалась тоска. Она редко играла, почти не покидала двор, предпочитая дремать под старой акацией. Однажды в поселке решили провести праздник — День домашних друзей. Люди приходили с животными, кошками, собаками, попугаями. Среди участников оказалась и семья, в которой жил Бенни. Пес стал крупным, с блестящей шерстью и уверенной походкой. Он был добрым, послушным и умным. Но в глубине его глаз, если присмотреться, иногда вспыхивала тень воспоминаний. Когда они приехали на праздник, Бенни вел себя спокойно, обнюхивал воздух, слушал звуки. И вдруг он замер. Ветер донес до него запах, едва уловимый, но знакомый до боли. Он поднял голову, уши насторожились, хвост замер в полудвижении.
Его взгляд метнулся к дальнему углу площадки, где сидела кошка. Луна. Она пришла туда вместе с соседкой, которая принесла корм для уличных животных. Кошка сидела спокойно, но вдруг тоже подняла голову. Их взгляды встретились. Мгновение, и все вокруг будто исчезло. Люди смеялись, музыка играла, кто-то держал воздушные шары, но для них двоих время остановилось. Бенни тихо заскулил, потом рванулся вперед. Его поводок натянулся, хозяйка не успела среагировать, и он вырвался. Он мчался через толпу, обгоняя людей, и в каждом его движении была радость, нетерпение, любовь. Луна сначала отступила, будто не веря. Но когда Бенни подбежал и остановился перед ней, она узнала его. Узнала запах, походку, взгляд. Кошка шагнула навстречу, потерлась мордочкой о его шею и тихо замурлыкала. Бенни лег на землю, а луна залезла ему на спину, как делала когда-то в детстве. Люди вокруг замерли. Кто-то снял это на телефон, кто-то просто смотрел, не сдерживая слез. Пожилая женщина сказала: «Посмотрите, как они помнят». Даже те, кто не любил животных, не могли оставаться равнодушными. Бенни и Луна долго не отходили друг от друга. Они сидели рядом, касаясь боками, словно боялись, что кто-то снова их разлучит. Хозяйка Бенни подошла, потрепала пса по голове и спросила у соседки, можно ли они увидеться снова. С этого дня Луна и Бенни встречались часто. Хозяйки договорились, и теперь каждую неделю они гуляли вместе в парке у моря. Пес и кошка словно вернулись в детство. Бенни снова приносил палочки, а Луна пряталась за кустами, выскакивая неожиданно. Иногда они просто сидели рядом, глядя на волны. Их история быстро стала известна по всему городу. Видео их встречи распространилось в интернете и тронуло сердца миллионов людей. Под роликом писали комментарии. Вот она, настоящая любовь. Животные помнят лучше людей. Ничто не может разделить тех, кто действительно связан душой. Однажды к Марте, которая теперь жила в городе, пришла соседка и показала видео. Старушка долго смотрела, потом прижала руки к груди. На экране был Бенни, ее щенок, и Луна, маленькая полосатая кошка, которых она когда-то приютила. Ее глаза наполнились слезами. «Они нашли друг друга», — прошептала она. В тот вечер Марта долго сидела у окна, глядя на закат, и в душе ее было тепло. Бенни и Луна прожили еще много лет. Их связь осталась такой же крепкой. Когда Бенни состарился, Луна часто лежала рядом, согревая его своим телом. А когда ветер приносил запах моря, они оба поднимали головы и смотрели вдаль. Туда, где когда-то впервые играли щенок и котенок, не зная, что время и расстояние не властны над настоящей дружбой. Их история напомнила людям, что память сердца вечна, что любовь не имеет границ. И даже спустя годы среди тысячи лиц и запахов можно узнать того, кто когда-то был рядом. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. И помните, дружба — это не случайность. Она живет в каждом из нас и даже спустя годы способна соединить сердца вновь. Дорогие